Ну что ж, привет всем панкам, и сегодня, да, мы будем делать очередные гоглы. В этот раз не буду особо раскидываться словами, поэтому сразу же приступим к делу. Что ж, работать сегодня мы будем вот с такими вот сварочными очками стандартными. Стоят они в магазинах рублей от 70 до 120 где-то. Если будет дороже, то ни в коем случае не покупайте. Вообще спросите у спросите у каких-нибудь друзей сварщиков и прочих. У них таких на работе дофигища полным-полно, у каждого, может, и в гараже даже валяются. Мне они тоже достались бесплатно на разбор. Ну и первым делом мы скрутим вот это вот колечко. И убираю оттуда стекло. Там оно двойное. Обычное прозрачное и зелененькое. Они нам пока не нужны, скорее всего, возможно, даже и не пригодятся, ну, лично для меня. Потом накручиваю их обратно. И, в принципе, так, я думаю, и оставлю. Сразу, что вообще не свойственно для меня и для моих работ, я их сразу буду красить. Чтобы в дальнейшем не мешать уже, не думать, как, что защищать потом от краски. Поэтому я сразу буду красить, и буду красить вот таким вот золотым баллончиком. Он немножко похож на латунь. Ну, приближенно, поэтому, думаю, пойдет. Ну что ж, друзья, получились вот такие вот у меня очки. В принципе, получилось очень даже неплохо, хорошо смотрится и краска, и все меня устраивает. Только вот эти элементы немножко черные получились. Ну да ладно. Ну что ж, и... как всегда, наша офигительная просто рубрика «Взбеси меня, мой фотоаппарат». Опять мне почему-то не открываются файлы с отснятым материалом. Сделал я вот такие вот штуки, которые будут являться нашими очками. Сделал я по принципу как? Сейчас брал я, значит, вот такую вот латунную трубку широкую. Использовал в нескольких видео подобные. Брал, это уже не латунь, это просто крашеная под нее элементы. 3 штуки у меня было их, то есть они разных размеров. Одна в другую затыкается в определенном расстоянии, заклеивается и лишнее срезается. Вот в принципе так и получилось. И вот промежуток между последними я заделал шпаклевкой. Примерно так все это выглядит, вот спилено все, зашпаклевано. В общем, меня бесит моя камера, но ничего не поделаешь, друзья, извините меня. И теперь вот эту центровинку, на одной из них очень покорёбана она, уже там сталь видна, вот это все не очень красиво смотрится, поэтому я что сделаю? Я, скорее всего, протру ее до стали полностью и там при помощи дремеля. Приступим. В общем, зашкурил все это дело, но оно выбивается как-то из общего контекста, который я хотел бы создать, стиль и так далее, поэтому все это было напрасно. Поэтому я решил просто заизолировать латунную часть и все это покрасить в бронзовый цвет. Как я буду создавать бронзовый? Это обычная медная эмаль и немножечко смешав с этим черненьким колером. Приступим. Ну вот что у меня, в принципе, и получилось. Такой вот цвет бронзовый.
принципе, то, что и хотел. Начинаем. Они у меня прям идеально, в принципе, подходят практически. Вот одна идеально подходит, прям хорошо заходит. Вторая немножко на вылет, немножко проходит все-таки. Туда выскальзывает. Ну да ладно. Вот получается у нас 3 рабочих цвета, идеально сочетаются. И в принципе мы с ними будем дальше и работать. Больше не будем внедрять никакие цвета. То есть латунь, бронза и золото. Сейчас это остается только приклеить, выровнять и приклеить. Ну что ж, теперь, когда все склеено, можно приступать к созданию какой-то системы. Буду это делать вот при помощи этих отверстий, которые здесь есть. Вот у меня такие штыри есть, которые используются в часах, знаете, в латунную поверхность они вставляются, сверху на них всякие шестеренки крепятся. Вот. Ее я аккуратненько вкручиваю сюда. Она, в принципе, по размеру хорошо заходит. Так. В нужную ли сторону? Да, в нужную сторону. Все. И начинаю накидывать шестеренки разных калибров, чтобы они сочетались, в принципе, очень даже хорошо. Все это проклеиваю аккуратненько. Сверху еще крупнее. Ее можно даже не клеить, чтобы она гуляла. Ну и сверху вот такую вот завершающую. Хотя нет, можно еще немножко накинуть. Каких-нибудь шестеренок. Буду добавлять какие-нибудь стрелки. Вот такие вот от часов у меня остались. Немножко зашкурить, они тоже латунные. Ну что ж, нашел я в своем арсенале вот такой вот старый патрон СССРских времен. Разобрал его, накрутил немножечко малярного скотча, так как он проходит у нас очень хорошо, и покрасил в золотой цвет. Вот такая вот запчасть у меня получилась. Его теперь аккуратненько вставляю сюда, надо будет подклеить немножко. То есть, по-моему, отлично сидит и смотрится. И в завершение, скорее всего, нацеплю вот такой вот глазок. Для дальнейшей работы я использовал старые часы, элемент именно лицевой, где есть стеклышко. Их покрасил в цвет бронзы и приклеил. В принципе, как и все остальное, я начал потихоньку собирать систему. Чтобы скрепить всю эту конструкцию, мне вот отдали вот такие вот прутики, они от люстры, на них должны быть лампочки. Я взял их, понарубил на нужные части, именно на 2 части, и закрепил. Все идеально держится, все крепко и надежно. И выглядит, в принципе, хорошо, хотя это не латунь, а просто крашеный металл. В финале подкрасил все нужные части, еще где немножко краска отошла, где-то что-то обтер, пока шлифовал все это дело до финальной версии. Ну и, конечно же, прицепил старую веревочку. Такую веревку я не стал прям что-то мега думать, поэтому взял ее от старого противогаза. У меня валялись противогазы и ненужные, соответственно, крепления. Да и, в принципе, на этом все.
Огромное спасибо вам за поддержку в комментариях. Оставляйте их как можно больше. Так YouTube хоть как-то начинает меня продвигать, потому что люди просто не видят мои видео вообще никак. Также спасибо за ваши лайки, соответственно, подписку, если вы еще не подписаны. Ну и надеюсь, мы скоро уже увидимся. Даже не надеюсь, а я в этом уверен. Уже есть идеи, уже все готовится потихоньку. Надеюсь, в этот раз я не собьюсь из строя. Всем спасибо, до новых встреч, друзья.